Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». Я немного приболела, надеюсь, это не помешает написанию мастер-класса. И мой голос не будет слишком вас сильно раздражать. У меня уже есть мастер-класс по брелочку шалушая, популярного персонажа из ТикТока. Сегодня я хочу записать тоже мастер-класс на шалушая. Вот, но уже более как игрушечный вариант с ножками. Вот такой вот небольшая игрушечка размером 20 сантиметров. Вот от кончика шляпки и до кончика ножки 20 сантиметров. Она небольшая игрушечка, вот, но уже и не брелочек. И вяжется она тоже одной деталью. Ввязывается только ручки. Все остальное вяжем цельной деталью. Вяжется тоже очень легко и быстро. Надеюсь, вам понравится мой мастер-класс. Давайте начнем. Итак, что нам понадобится для вязания нашего кота Смурфика? Значит, два цвета пряжи. Это голубая и белая. Дальше глазки 9 миллиметров. Дальше нам понадобится маркер, крючок номер 4 я вяжу. Значит, для вышивания усиков обычная иголка и обычная черная ниточка. Просто сложила в 4 раза и сделала очень большой узелочек, чтобы он утопился в детали. Дальше плюшевая у меня темно-синяя пряжа. Можно черную, можно темно-синюю. Мне нравится носик вышивать из темно-синей пряжи. Мне больше так нравится. Ножнички. Вот, и понадобится ниточка для утяжки. У меня это Alize Diva. Вот она очень плотная, я ее слаживаю в 2 раза и очень хорошо держит, скажем так, утяжки. Вот, у меня это Alize Diva. Все, давайте начнем. Итак, начинаем с ручки. Я беру голубую пряжу и набираю 2 воздушные петли. Теперь во вторую петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше со 2 по 6 ряд я провязываю 6 столбиков без накида по кругу. Ручку я не набиваю. Давайте провяжем эти 5 рядов. Просто по кругу. 6 столбиков без накида. Первый ряд провязала и выворачиваю я деталь. И дальше вяжу по кругу, то есть до 6 ряда. Давайте провяжем. Итак, провязала я 6 рядов. Ручку я не набиваю, как я уже сказала. Теперь складываю деталь и за соединяю 3 столбиками без накида деталь. С 2 сторон 3 столбика без накида мы провязали. И все, обрезаю ниточку, так как мы будем ручки вязывать, а не пришивать, поэтому мы нитку для пришивания не оставляем. Все, 2 ручки мы связали, 2-я ручку я уже связала заранее. И теперь давайте начнем вязать ножку. Первую ножку я связала, закрепила ниточку, обрезала. Вот, и теперь будем вязать 2-ю ножку. Набираю опять 2 воздушные петли. И во 2-ю петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. Провязав 6 столбиков без накида,
Теперь провязываем второй ряд. Второй ряд 1 столбик без накида. Следующую прибавка. В первую петлю я ставлю маркер. Маркер у меня всегда в начале ряда стоит. И в следующую прибавка. Так нужно провязать до конца ряда, 3 повторения сделать. 1 столбик без накида, следующую прибавка. И последнее 1 столбик без накида, следующую прибавка. В конце ряда у нас получается 9 столбиков без накида. Вот, выворачиваем ножку. И теперь 3, 4, 5 и 6 ряд, 4 ряда мы провязываем 9 столбиков без накида, без прибавок и убавок по кругу. Давайте так провяжем 4 ряда. Итак, провязала я 6 рядов. Вот такие 2 ножки получается. На первой мы ниточку отрезали, на второй будем соединять ножку, поэтому продолжаем вязать. Набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И соединяем со второй ножкой. Там, где у нас было конец, там, где мы закончили, я вставляю крючок и провязываю столбик без накида. Это будет первая петелька. Я ставлю маркер в первую петлю. И продолжаем вязать по ножке. Продолжаем вязать еще 8 столбиков без накида. Первый мы провязали. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше 8 и 9 петелька. Провязали мы по ножке 9 столбиков без накида. Дальше мы провязываем 3 столбика без накида вот по цепочке за полупетельки. Чтобы не было вот плотненько здесь, чтобы не было дырочки, плотненько здесь делаем столбик без накида. За полупетельки раз. Дальше. Два и 3. Провязали 3 столбика без накида по воздушным петлям. Теперь провязываем 9 столбиков по второй ножке. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И теперь за вторые полупетельки я провязываю 3 столбика без накида. За вторые полупетельки по воздушным петлям. Вот раз, 2 и 3. Итак, провязали мы с вами 7 ряд. По кругу у нас получилось 24 столбика. Дальше 8 и 9 мы провязываем 24 столбика без накида, без прибавок и убавок. Давайте так провяжем еще 2 ряда. Итак, провязав 9 рядов, то есть 9 ряд, не довязывая последнюю петельку, мы будем менять ниточку. Меняем ниточку на голубую. Вот, и уже закрываем петельку голубой пряжей. Белую ниточку мы не обрезаем, ложим наперед. Снимаю маркер и провязываю 10 ряд за заднюю стеночку петли. Вот за заднюю стеночку петли провязываем полностью ряд 24 столбика без накида. За заднюю стеночку петли. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, 10 ряд провязан. Теперь за полную петельку 11 ряд.
За полную петельку провязываем 2 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер, вторую и убавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений. И в конце ряда у нас должно получиться 18 столбиков без накида. Давайте так провяжем до конца ряда. И следующие ряды, 12-13 ряд, провязываем 18 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Итак, провязала я 13 рядов. Я уже вытянула петельку немножко побольше. Сейчас мы с вами трусики обвяжем и уже обрежем ниточку и спрячем, и набьем немного туловища. Поэтому пока оно не набито, нам нужно провязать трусики. Вот уже за передние полупетельки мы возвращаемся к 10 ряду и одеваем крючок за передние полупетельки и будем провязывать столбики без накида в каждую петельку по кругу. Провязываем трусики. Все провязав, я обрезаю ниточку подлиннее, чтобы можно было ее спрятать. Делаю соединительный столбик. Вот. Одеваю иголочку. И просто прячу в деталь и затем вовнутрь все. Теперь давайте набьем туловище наполнителем, ножки и до половины. Итак, провязала я, набила туловище. Вот, и вот такие вот получаются ножки. Теперь следующий ряд, 14. В 14 ряду мы будем делать убавку через один столбик. Столбик без накида провязываю, ставлю маркер. Следующую убавка. Так. За передние полупетельки провязываем убавку. Опять один столбик без накида, убавка. Так нужно провязать до конца ряда. В конце ряда у нас получается 12 столбиков без накида. Вот один столбик и убавка. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, 15 ряд мы будем вязывать ручки. Снимаю маркер и провязываю 2 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер и провязываю еще один столбик. Дальше будем вязывать с вами ручку.
Ввожу крючок сначала в ручку, в деталь, затем на туловище. И провязываю вместе 2 детали. Затем опять следующую петлю ввожу в ручку, затем на туловище. Хвостик тоже вяжем вместе. И третий. Вяжем вместе. Вот так. Хвостик теперь вкладываю в тело. Так, на ручку у нас идет 3 столбика. Дальше между ручками у нас 3 столбика без накида. Провязываю 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Беру вторую ручку и опять ввожу крючок в первую петлю на ручке и затем на туловище. И вместе вяжу. Затем опять на ручку и на туловище вяжу вместе. И третью петельку на ручке и на туловище вяжу вместе. Все, хвостик вкладываю и в конце довязываю 1 столбик без накида. Все, такое вот тело у нас получается. Теперь следующий 16 и 17 ряд провязываем без прибавок и убавок 12 столбиков без накида по кругу. Итак, 18 ряд. Я снимаю маркер и провязываю 12 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. В первую петлю, провязав 2 столбика без накида, я в первый столбик ставлю маркер. И дальше провязываю 12 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. Давайте так провяжем до конца ряда. В конце ряда у нас должно получиться 24 петельки. Итак, провязали. Вот такой вот получается у нас уже голова вяжется. И теперь 19 ряд. В 19 ряду мы будем делать прибавки через каждые 3 столбика. Провязываю первый столбик без накида. Я ставлю маркер. Затем второй столбик без накида. Третий столбик без накида. В следующую прибавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений. И в конце ряда у нас должно получиться 30 столбиков. Провязав 3 столбика, в следующую прибавка. Давайте так провяжем до конца ряда. И дальше 20 ряд провяжем 30 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Итак, провязали. Теперь 21 ряд. В 21 ряду мы будем вывязывать мордочку. Мордочка у нас будет с обратной стороны, так как это задняя часть у нас. Вот здесь вот. Прикладываем у меня на мордочке 16 столбиков. Без накида я буду вязать. У каждой мастерицы разная плотность вязания, поэтому мордочка может находиться между другими петельками, количеством петелек. Поэтому смотрите, чтобы мордочка была посерединке, 2 петли. Я вяжу 16 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь смотрите, я провязала 16 столбиков без накида.
И видите, у меня далеко не посерединке. То есть получается, у меня тоже плотность немножко сместилась, потому что, ну или плотнее вяжу, или как, не знаю я. Вот, поэтому у меня здесь будет другое тоже количество. И вот я смотрю, мне еще надо провязать 2 петельки, то есть 17 и 18. И смотрю. Вот. Здесь на моем я провязала 18. И получается, если вот так вот сложить, то вот будет мордочка. И вот здесь вот я начинаю вывязывать попкорн из 5 столбиков с накидом. То есть я делаю накид, провязываю 5 столбиков с накидом в одну петлю. 2, 3, 4 и 5. Вот я провязала. Немного вытягиваю петелечку. Вставляю петлю в первый столбик. Одеваю петлю, подтягиваю и вывожу через первую петельку. И делаю воздушную петлю. Дальше смотрю. Вот у меня столбик следующий. В него я провязываю столбик без накида. В следующую петельку я опять вяжу попкорн. Значит, я в одну петлю провязываю 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь в первую петельку я вставляю крючок, ввожу петлю свободную, рабочую вернее, вывожу через первую петельку и делаю воздушную. Вот здесь у меня будет мордочка. Видите, она посерединке находится, посерединке туловища и мордочки. И дальше до конца ряда, вот смотрите, вот петелька, чтобы не пропустить. И до конца ряда у меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков. То есть получается у меня тоже на разных игрушках получается опять же разное количество. На вот этой вот игрушечке, когда я вязала, у меня 16 столбиков без накида получилось. Вот. Здесь у меня получилось 18. То есть даже у меня меняется плотность от нити, вот натяжения нити. Поэтому смотрите, чтобы вот эта мордочка получалась у вас посерединке. Вот дальше 22 ряд провязываем, 22, 23, 24 ряд провязываем 30 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Здесь там, где мордочка, мы вяжем по воздушным петлям и между ними столбик без накида. То есть сначала провязываем 18 столбиков без накида. Вот 18 провязали. Теперь смотрим, где вот наша воздушная петелька. Провязываем
в нее столбик без накида. Дальше между ними столбик без накида, между мордочкой. И вот следующая воздушная петля. Вот воздушная петля, которую мы тоже провязываем. И дальше вот столбик, тоже не пропускаем его. До конца ряда провязываем 9 столбиков без накида. Ну, у меня это 9, у вас может быть другое количество. Смотрите просто, чтобы не потерять петельки. В ряду должно получиться 30 столбиков. И следующие 23 и 24 ряд мы провязываем уже без прибавок и убавок 30 столбиков без накида. Все, давайте провяжем. Так, провязала я 24 ряда. Сейчас мы будем на этом этапе будем менять ниточку и вязать шляпку. Но перед этим давайте мы с вами значит, закрепим глазки и вышьем носик. Глазки мы крепим между 23 и 24 рядами и отступаем 2 столбика от носика, от мордочки вернее. Вот конец мордочки и отступаем 2 петельки в одну сторону. И вот мордочка и в другую 2 петельки. Вот. Теперь закрепляю и естественно, я прижигаю кончики. Вот так. Прижигаю кончики, чтобы они, в принципе, и так защелкиваются хорошо, но вот. Теперь беру плюшевую ниточку с иголкой, темно-синюю, как я уже говорила. Вот у меня темно-синяя плюшевая ниточка. Вот. И будем вышивать здесь вот носик в форме треугольничка. Можно брать полухлопковую, можно брать плюшевую, ну то есть это уже на ваше усмотрение. Можете брать черную. Я просто когда была в Украине, у меня не было, я полухлопковую не брала. И поэтому мне пришлось вышивать мордочку плюшевой пряжей. И она очень хорошо скрыла мне все пробелы очень быстро. И мне понравилось. Вот. Вот. И теперь на серединку. Вернее, вот так вот. Все, вот так вот вышила. И здесь просто сейчас закреплю узелочком. Зацеплю просто и все. Ниточку я эту, она мне уже не нужна. Я просто вложу вместо холофайбера, чтобы она мне не мешала. Все, вот такая вот мордочка у нас получилась. Теперь на этом этапе будем менять ниточку на белую. Итак, я уже обрезала ниточку, набила туловище и шейку, потому что сейчас мы будем с вами делать убавки и набивать голову. Беру белую пряжу, снимаю верхнюю петельку и довязываю уже белой. И теперь 25 ряд провязываю так. 3 столбика без накида провязываю. 1, 2,
3 и убавка. Здесь я завяжу на узелок ниточки, чтобы они не распустились. Так, и опять 3 столбика без накида. 1, 2, 3 и убавка. Так нужно повторить 6 раз. В конце получается 24 столбика без накида. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, провязала я. Теперь 26 ряд. В 26 ряду мы тоже будем делать с вами убавки, но вязать мы будем за заднюю стеночку петли. Вот за заднюю стеночку петли провязываю 2 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. 1, 2. И дальше убавка. За заднюю стеночку петли вывожу полную петельку, не провязываю. В следующую петлю за заднюю стеночку ввожу крючок, вывожу рабочую нить, 3 петли на крючке провязываю вместе. И так я провязываю убавку. 2 столбика без накида, следующую убавка. Так нужно провязать до конца ряда. В конце ряда получается 18 столбиков без накида. И следующий 27 ряд провязываю 18 столбиков без накида уже за полную петельку без прибавок и убавок. Итак, провязала я 27 рядов. Я уже набила голову. Уже можно набивать, потому что отверстие уже сужается. 28 ряд. 28 ряд вяжем так. Убавку через каждый 1 столбик без накида. Провязываю 1 столбик без накида, ставлю маркер и затем убавка. Так нужно провязать 6 раз. Всего 6 повторений будет по кругу. В конце 12 столбиков и 29 ряд без прибавок и убавок. 12 столбиков без накида провяжем. Давайте так провяжем. Итак, я набила еще немного холофайбера, но немного. Голова у меня набита средней плотности, потому что мы сейчас будем делать утяжки головы. И вот эта вот шляпка больше я набивать не буду. Все, вот это вот я набила немного и все. Теперь 30 ряд. 30 ряд. 1 столбик без накида. Ставлю маркер. И убавка. Так нужно повторить 4 раза. В конце ряда у нас 8 столбиков без накида. И 31 ряд провязываем без прибавок и убавок 8 столбиков без накида. Итак, провязала. 32 ряд делаю 4 убавки. Здесь уже пусто, я уже не провязываю, ой, не набиваю. Делаю 4 убавки. 1, 2, 3 и 4. Последняя немного будет потуже, но так. Теперь я обрезаю ниточку, хвостик, затягиваю, закрепляю, вернее. Одеваю иголочку. Вот, и за полупетельки, за 4 полупетельки стягиваем отверстие. Теперь делаю узелок. Можно 2. Вот так.
Теперь в центральное где-то смотрю отверстие, нахожу отверстие, ввожу иголочку, вывожу в любое место. Вот, поправляю. Холофайбер так вот спушиваю. Вот, и путаю ниточки. Все, обрезаю хвостик. И все. Чистим. Все, вот такая деталь у нас получается. Теперь давайте свяжем окантовочку шляпки. Я назад ложу голову. Итак, назад ложу игрушечку. Сзади мы будем цепляться за полупетельку переднюю. Возвращаемся, это у нас будет 26 ряд. И присоединяем ниточку. Дальше хвостик будем вязать вместе. Набираю 2 воздушные петли. Итак, провязав 2 столбика с накидом, в следующую петельку я провязываю 3 столбика с накидом в 1 петлю. 3 столбика с накидом. В следующую петлю прибавка 2 столбика с накидом в 1 петлю. И так нужно чередовать через каждую петельку. В 1 петлю прибавка, в другую петлю 3 столбика с накидом. И так нужно до конца провязать, чередуя, вернее, прибавку с 3 столбиками с накидом. Давайте так провяжем. Итак, провязала я шляпку. Теперь делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Делаю воздушную петлю. И теперь второй ряд я провязываю в каждую петельку столбик столбик без накида. В каждую петлю. Просто провязываю по кругу столбик без накида. Давайте так провяжем по кругу до конца ряда. Вот так. Итак, провязала. Теперь делаю соединительный столбик. Обрезаю хвостик и закрепляю. Все, давайте спрячем хвостик. Хвостики все, скажем так. Я прячу хвостики сначала, прохожусь по ряду. Так. Затем спускаюсь вниз. Вот так вот. И вовнутрь. Не сильно затягиваю. Вот путаю ниточки. Вот таким вот образом. Так, первый хвостик я спрятала. Теперь второй точно так же. Вставляю и вывожу. И обрезаю. Чистим. Теперь делаем утяжку. Так, все хвостики я спрятала. Теперь делаем утяжку. Я взяла Ализа Дива. У меня очень плотная ниточка. Сложила ее в две ниточки. И теперь буду делать утяжку.
Вставляю я там, где у нас были прибавочки, и вывожу вот возле глазика. С одной стороны хвостик остается, и во вторую вот с другой стороны вставляю и вывожу через петельку. Вот через петельку вывожу вот так. Теперь просто завязываю на узелочек. Вот так. Не сильно стягиваю, чтобы не сильно было. Вот. Теперь хвостик опять убираю. Ввожу сюда же. А вывожу в другой уголочек глазика. Вот. И с другой стороны вот вывожу. И тоже стягиваю, чтобы оно было равномерно, чтобы было одинаковые утяжки были. Вот. И завязываю тоже на узелочек. Смотрю, что этот глазик немного сильно стянут, а этот нет. Можно еще раз сделать утяжечку этого глазика. Делаю еще раз, чтобы мне понравилось, скажем так. Все. Завязываю еще раз. И теперь одинаково мне нравится. Вот, теперь поправляю. Ввожу сюда иголочку, вывожу в любое место. И затягиваю. Теперь видите здесь вот. И путаю ниточки. Обрезаю хвостик. И теперь этот хвостик тоже прячу. Как я прячу? Я сначала вставляю, так как коротенький хвостик, я вставляю сначала иголочку, затем вставляю ниточки. Вот. И теперь резко вывожу. Все. И обрезаю хвостик. Все, теперь утяжечки сделаны. Вот. Теперь последний штрих. Вышиваем усики. Для усиков я брала обычную швейную иголочку и ниточку в 4 раза складывала. Вставляю в любое место. Вот вставляю в любое место. А вывожу в центр, там, где у нас мордочка. Вот. Вот отсюда. Теперь затягиваю, и узелок прячется. Все.
Теперь давайте вышьем усики. Итак, вышила я усики. Мордочку, когда мы вышиваем, я ее не стягиваю, не затягиваю сильно, а именно слегка только прихватываю усики. Вот. Определяю, где у меня будет вот под глазками усы размещаться. И вот так вот просто вышиваю обычными стежками. Затем я делаю узелочек, он потом прячется в деталь, и его абсолютно не видно. Закрепляю так усики. Все, вот такой вот малыш у нас получился. Вот такие вот два прикольных шалушая. Надеюсь, вам мастер-класс понравился, вы будете его вязать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.